Сколько раз, дорогие мои зрители, мы задавались с вами вопросами. Почему на релизе CS2 было так мало контента? Как так вышло, что разработчики вечно не успевают в срок? И где весь этот замечательный контент, который находили дата-майнеры и кладоискатели в бета-версии игры? Ну а возникают все эти вопросы, потому что логика разработчиков никак не поддается каким-либо прогнозам. Копаясь в различных утечках и файлах игры уже много лет, всегда складывалось впечатление, что я что-то упускаю. И по ходу я узнал то, что отвечает на все вышеупомянутые вопросы. Разумеется, все дальше сказанное воспринимайте как пищу для размышления. Это лишь анализ всей информации, что я подчеркнул из различных интервью и высказываний бывших сотрудников Valve. И сопоставил это с различными утечками и комментариями, которые оставляли сами же разработчики в коде CSGO и CS2. В общем, постараюсь как можно кратко объяснить всю соль. Наш всеми любимый основатель компании Valve Гейб Ньюэлл, как вы понимаете, создал уникальную экосистему внутри коллектива, благодаря которой любой разработчик внутри компании мог заниматься именно тем, чем он действительно хочет заниматься. К примеру, увидел ужаснейший шаблон сайта игры, так, флаг тебе в руки, иди занимайся новым дизайном. Пришла идея в голову, как можно улучшить функцию в игре, так чего же ты ждешь? Садись да и занимайся этим. Однако в этой, казалось бы, райской системе есть изъян, при котором разработчики попросту бы разбегались по углам, не доводя ни один проект до релиза. Поэтому им нужно было дать какой-нибудь стимул. Ну и как вы могли догадаться, это, разумеется, деньги. Всегда деньги. Поэтому в компании существует, скажем так, система бонусов. К сожалению, нам неизвестно прям полное пояснение, как начисляются они. Но некоторые примеры все же у нас есть. Допустим, заметил один разработчик изъян в какой-либо функции и решил ее исправить. И по идее за это действие он должен получить свой бонус к зарплате. Однако не все так просто. Ему засчитается бонус только если проект или обновление по итогу выйдет в релиз. К тому же любой другой разработчик может подсосаться к энтузиазму своего коллеги и помочь ему, благодаря чему он также потенциально заработает бонус. Ну а после сдачи своей работы разработчик спокойно может взять и уйти что-то чинить в другой игре. Короче, основную суть вы поняли. И да, это все может показаться истинным бредом, но если начать сопоставлять все вышесказанное с утечками в CS2, то тут-то начинается все самое интересное. Кстати, мы походу забыли про спонсора. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит летний ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины. А для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще и используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. Ну что же, наконец-таки мы переходим к самому интересному, потому что сейчас речь пойдет конкретно о CS2. И я, к сожалению, для особых индивидов должен снова это повторить, так как память у некоторых как у рыбки. Система бонусов компании Valve, которую я озвучил, максимально упрощена для вашего понимания, лишь для того, чтобы вы не отвлекались от главной мотивации разработчиков и в целом, как в теории все происходит. Понятное дело, что там все намного сложнее. Ну а начать я предлагаю с вечного вопроса о количестве разработчиков, которые трудятся именно над CS2. И я почти уверен, цифры вы слышали разные. Кто-то говорит, над игрой работает 20 человек, а кто-то утверждает, что все 40. И отчасти, как бы это смешно ни звучало, это почти правда. Потому что в компании Valve этот вопрос в принципе не работает. С этой компанией нужно задавать вопрос иначе. Сколько постоянных разработчиков работают над CS2? И если исходить из кода игры, где разработчики частенько оставляют свои комментарии к определенным функциям,
то получается всего 2-3 постоянных человека. Все же остальные, которые так или иначе приложили руку к этой игре, могут один день написать какой-нибудь код в CS2, а уже завтра вплотную работать на Dota 2. И если вам не лень, вы можете сами это проверить, скачав файлы в описании под роликом. Кстати, о комментариях разработчиков. Еще в 2020 году сливался относительно устаревший на то время исходный код CSGO и Team Fortress 2, где мы могли наблюдать код, который почти полностью состоит из костылей. Помню, тогда еще подтвердились слова одного из разработчиков Valve о том, что в этом коде почти невозможно работать. Пытаешься создать что-то новое, но ломается старое. И это, кстати, была одна из причин, по которой CSGO решили переносить на новый движок Source 2. Но сюрприз-сюрприз, код игры продолжают засорять костылями и на новом движке, потому что, по всей видимости, структура компании не изменилась. Один разработчик может придумать и создать новую функцию, потом второй разработчик решит, что может улучшить и дорабатывает ее. Ну а потом она вдруг ломается или у нее находят изъян. И уже другой разработчик старается как можно быстрее данную функцию починить, используя все возможные костыли. Из-за чего происходит вот такая вот солянка в коде игры. Благо сейчас хоть сидит человек, который потом эти костыли старается убрать. Иногда это выходит хорошо, а иногда снова порождает новый баг в игре. И да, все это тоже можно отследить по комментариям разработчиков в коде. Ну а теперь, ребята, сейчас будет самый сок. Помните, что в 2022 году мы вообще не получали каких-либо крупных обновлений в CSGO? Весь год в игре вообще не было знаковых изменений. Это понятное дело, сейчас мы знаем, что они вплотную работали над переносом игры. И я думаю, ни у одного меня возникал вопрос. Перенос переносом, но контент-то в игре должен быть. Ведь в других компаниях, если игра переходит в будущем на новый движок, поток контента не останавливается. Причем были утечки новой операции. Не какие-то там выдумки, а реально полившиеся строчки, включая кооперативную карту с сюжетом. Так мало того, все эти утечки подтвердились на релизе бета-версии CS2, так как там появилось еще больше контента, связанный с операцией, которую готовили именно для CSGO, где прямым текстом был написан номер операции и даже скины, которые в ней должны были быть. Но почему же ее не выпустили? А как же прощальное Родео в операции на старушке CSGO? И теперь, ребята, вспоминаем про бонусы, которые зарабатывают разработчики. Из-за того, что, видимо, все в компании были в курсе про перенос игры, те, кто занимался операцией, просто прекратили ею заниматься. Даже при том, что, возможно, она была готова на 85%, так как им было впадлу делать мартышкин труд. Скорее всего, они понимали, что все наработки, которые они сделали для CSGO, также придется заново делать и в CS2. Но за это никто дополнительные бонусы не даст. Просто ребята бы переработали сверх нормы ради стандартного бонуса. Ну и как вы поняли, под бонусы и структуру компании «Занимайся чем хочешь» можно подвести абсолютно что угодно. Даже под релиз CS2. В очередной раз повторяюсь, сколько контента найдено было в бета-версии игры. И почти готового. Но на релизе его никто не получил. И теперь только вдумайтесь. А что, если это колоссальный абьюз системы баллов от разработчиков? Все те, кто приложил руку к CS2, получили бонусы на релизе. Даже те, кто просто сделал недоделанный контент. Ведь он же хранится в CS2, а значит вышел в релиз. И все, что им остается, это доделать то, что они сделали еще в бете, лутая дополнительные бонусы к зарплате. И постепенно выпуская по очереди крупные обновления раз в месяц. Какое совпадение! А еще, если вы могли заметить, разработчики неохотно взаимодействуют с аудиторией. Казалось бы, у них есть Twitter-аккаунт, но какие-либо анонсы происходят либо чуть ли не за день до релиза, либо вовсе сводятся к отдаленным намекам в стиле сменить шапку в профиле. Такие мувы можно спокойно списать на то, что они ничего и не планировали, просто сменили шапку, в случае, если вдруг контент не вышел. Таким вот способом они ничего никому и не обещали. И это также подходит под теорию «занимайся тем, чем хочешь». Они не имеют четкого плана, когда у них что-либо выйдет. Некоторые из
из разработчиков могут и вовсе не контактировать с другими, разрабатывая что-то в игре. Все остальные могут об этом узнать только уже на закрытом тесте. Или если попросят у коллег помощи. То есть тотальная гонка за бонусами. И прикол всего этого феномена в том, что вам-то и возмущаться не на кого при таком раскладе. Допустим, разработчик, который предложил ввести ту или иную функцию в игре, которая еще и возможно забаговалась, и вовсе уже работает над другой игрой. Поэтому все выпады в сторону разработчиков превращаются в метание гороха об стену. Эта теория также и объясняет, почему в игре так долго остаются баги. Потому что никто ими и заниматься не собирается, если только не случится крупный резонанс. Или кто-то из разработчиков проходил мимо и подумал: «О, какой ужасный баг! У меня есть идея, как его пофиксить, а дай-ка займусь им». Ну или другой вариант: «Эй, Джон, у нас что, магазин мажора до сих пор работает? А может его убрать?» И убирает. И даже на главный вопрос это тоже отвечает. Почему обнов в Доте больше, чем в CS2? Видимо, там лучше всего лутать бонусы. И это, ребята, только верхушка происходящего. Ведь есть еще и разные отделы, которые так или иначе связаны с CS2. Тот же античит, в который вообще лезть неохота, так как там все еще сложнее и гораздо хуже. Так как, по сути, там творится почти то же самое, только масштабы и риски выше. Или отдел Стима с юристами, которые занимаются договорами с мапмейкерами и прочим. Я лишь хотел донести до вас то, что на самом деле давно лежит на поверхности. И, может быть, об этом некоторые и догадывались, но по какой-то счастливой случайности никто не говорит. И, конечно же, это все в рамках теории. И, возможно, я где-то не прав, но на удивление очень все походит на правду. И если у вас есть что добавить, с удовольствием почитаю ваши комментарии. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!